Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить закарпатский рокот крумплі. Невероятно вкусную и сытную картофельную запеканку, рецепт которой пришел в Украину из Венгрии. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Сначала подготовим основу запеканки. Это 1 кг картофеля, который необходимо либо отварить в мундире, либо запечь в духовке или микроволновке до готовности. Лично я предпочитаю запекать в духовке, поскольку отварной картофель кажется мне немного водянистым. Пока картофель запекается, берем 7-8 яиц, у меня категория S1, которые необходимо отварить вкрутую. Поэтому заливаем их кипятком и варим около 7-8 минут. Отваренные яйца заливаем холодной водой, а затем остужаем и очищаем. Тем временем картофель уже тоже приготовился, поэтому достаем его из духовки и сначала остужаем, а потом очищаем. Теперь подготовим форму, которую необходимо смазать сливочным маслом. Мне для этого понадобилось около 30 граммов. К слову, у меня форма размером 26 на 18 см и высотой 5 см. Если у вас есть более высокая форма, то лучше использовать ее. Теперь вернемся к картофелю, который уже остыл. Нам его необходимо нарезать достаточно тонкими, не более 5 мм, кружочками. Примерно 1/3 часть нарезанного картофеля выкладываем в подготовленную ранее форму, стараясь более или менее равномерно распределить его по всему дну. Теперь картофель необходимо по вкусу посолить, а затем и поперчить. Я использую смесь перцев, но подойдет и обычный черный перец. Для следующего слоя нам понадобится около 500 граммов колбасок, которые необходимо нарезать брусочками среднего размера. Я сегодня использую полукопченые колбаски с сыром, но если у вас есть домашняя сыровяленая колбаса, то это будет вообще идеальный вариант. Примерно половину нарезанных колбасок выкладываем поверх картофельного слоя, стараясь, чтобы кусочки колбасы распределились более или менее равномерно. Следующий ингредиент – 100-150 граммов лука, который необходимо нарезать тонкими полукольцами. Отмечу, что в запеканке можно использовать сырой лук, но я предпочитаю его предварительно обжаривать на сливочном масле, но, повторюсь, это по желанию. Примерно половину лука, сырого или обжаренного, выкладываем поверх колбасок. И берем яйца, которые мы ранее отварили. Их нам нужно нарезать достаточно тонкими полукольцами. Примерно половину яиц выкладываем следующим слоем. Ну а дальше повторяем все слои в том же порядке. То есть картофель, соль, перец, колбаски, лук и яйца. Завершаем сборку запеканки слоем картофеля, который также нужно посолить и поперчить. Отмечу, что слоев может быть и больше, но обязательно первый и последний слой должен быть из картофеля. После того, как все слои выложены, можно приготовить заливку. Для этого нам понадобится 500-600 граммов сметаны, у меня 10%. В сметану добавляем 2 яйца, у меня категория S1, и 1 столовую ложку паприки. А потом все это очень хорошо перемешиваем. Если у вас сметана густая, домашняя, то ее можно разбавить небольшим количеством молока, чтобы в итоге заливка получилась немного жидковатой, но не водянистой. Также в заливку помимо паприки можно добавить и другие специи, но это исключительно дело вкуса. Очень аккуратно и не торопясь выливаем заливку в форму, стараясь, чтобы она просочилась вовнутрь и покрыла весь картофель сверху. Сразу скажу, что заливку можно добавлять и по мере выкладывания слоев. Но я пробовала и так, и особой разницы не заметила. Поэтому просто выливаю ее сверху, мне так удобнее. Ну и последний штрих. Берем 100-150 граммов сыра, натираем его на крупной терке и выкладываем сверху, стараясь равномерно распределить по всей поверхности. Теперь накрываем форму фольгой или, что еще лучше, крышкой, чтобы сыр не прилипал, и отправляем рокот крумплі в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Затем достаем форму из духовки, снимаем фольгу или крышку
и отправляем запеканку в духовку еще на 15-20 минут или до появления красивой и аппетитной золотистой корочки. Важный момент. После того, как вы достали полностью готовый рокот крумпли из духовки, не спешите разрезать и подавать запеканку. Дайте ей постоять в форме на протяжении еще 15-20 минут, чтобы выделившаяся жидкость впиталась, а сама запеканка стабилизировалась. Еще один момент. Свежая запеканка даже после стабилизации при подаче будет немного рассыпаться. Это нормальная ситуация с подобными блюдами. Чтобы подать рокот крумпли красивыми целостными кусочками, нужно дождаться, пока она полностью остынет. Только после этого запеканку можно разрезать на порционные кусочки и перед подачей просто разогреть в микроволновке. Но в любом случае, независимо от того, свежая эта запеканка или уже остывшая, рокот крумпли – это всегда сытно, добротно, вкусно и просто. Приятного аппетита и до новых встреч!